Tailuk Design Tool. Это простой и удобный в использовании инструмент, с помощью которого вы сможете быстро оформить и проверить свою идею для дизайна. Его преимущество заключается в том, что вы проектируете, используя реальную плитку, сантехнику и другие предметы интерьера, которые представили на Tailuk ведущие производители и их дилеры, с которыми вы можете связаться напрямую, чтобы узнать и выбрать лучшие цены и условия покупки. Программа будет полезна и для начинающих пользователей, для тех, кто желает попробовать самостоятельно создать свой проект и оценить его будущий бюджет, так и для профессионалов, которые получают доступ к обширной библиотеке Tailuk с контактами продавцов и возможность создания экспресс-проектов, с которыми, при желании, они смогут продолжить работу уже в своих программах. В Tailuk предусмотрена возможность обмена файлами проекта с архитекторами и коллегами, которые используют другие CAD-программы для векторной и трехмерной графики, такие как AutoCAD, SketchUp, Revit, Archicad и другие. Давайте рассмотрим разные варианты экспорта и импорта файлов проекта. На верхней строке инструментов нажмем значок CAD. В открывшемся окне «Выбрать папку для экспорта файлов» выберем «Создать новую папку», так как при экспорте чертежей проекта будут созданы файлы, которые просто удобнее хранить в одном месте. Назовем эту папку «Файлы проекта» и нажмем на кнопку «Выбрать», чтобы подтвердить и запустить процесс экспорта. Экспорт успешно завершен, и программа открывает папку, в которой мы видим множество файлов. Для каждой поверхности в проекте было создано по 2 файла. Это файлы изображений в формате PNG, к примеру, файл изображений поверхности пола, и с тем же именем файлы в формате DXF. Это общепринятый формат для обмена чертежами, который мы сможем открыть практически в любой CAD-программе для трехмерной и векторной графики, к примеру, такой как AutoCAD. Откроем этот DXF-файл в одной из CAD-программ. Это не AutoCAD, но очень похожая программа. Можно увидеть, что это чертеж поверхности пола вместе с изображениями текстур плитки и линиями швов для затирки. Если вы опытный пользователь CAD-программ, то сможете продолжить работу над этим чертежом уже в своей программе. Также вы сможете экспортировать свой проект в 3D-файл. Чтобы это сделать, нажимаем на инструмент «Экспорт SketchUp». SketchUp – это самая используемая программа для 3D-моделирования в мире с миллионами пользователей, и поэтому ее файлы можно открыть всеми основными 3D-программами, такими как Revit, Archicad, 3D Studio и другими. В открывшемся окне выбираем папку для хранения файла SketchUp, например, здесь, и даем ему имя. Мы также можем выбрать формат редакции – SketchUp 2015 года или 2018. Выбираем 2018 год и нажимаем «Сохранить». Этот процесс займет некоторое время и зависит от того, насколько проект большой, какое количество в нем текстур и моделей. Как только процесс экспорта будет завершен, мы сможем этот файл открыть уже в самой программе SketchUp. Открываем файл прямо сейчас. Как видите, это полноценный инструмент для трехмерного проектирования. Здесь у нас все те же объекты и те же текстуры, поэтому при желании мы можем продолжить работу с ним уже здесь. Есть возможность использовать его в более крупном проекте здания, распечатать на 3D-принтере или сделать что-то еще, используя весь арсенал возможностей SketchUp. Tailuk также позволяет импортировать 3D-файлы целых комнат прямо из SketchUp, а также других 3D-программ. Если вам интересна эта тема, вы можете посмотреть специальное видео на канале Tailuk на YouTube. Там вы найдете более подробное руководство, как совместно использовать Tailuk и SketchUp. На этом мы завершаем цикл наших уроков начала работы с Tailuk. И, как всегда, напоминаю, что вы можете обратиться к нам через чат на сайте. Это синяя кнопка в нижнем правом углу экрана. Или написать нам письмо на электронную почту contact@tailuk.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Владимир Микитин. Желаю вам новых проектов и творческих успехов. До скорой встречи!